находясь на страхе, то есть на тревоге, у нас постепенно мозг, он перестает вырабатывать ту дозу нужную нам, вот этого серотонина, гормона радости, чтобы мы находились в устойчивом, в таком устойчивом как бы эмоциональном состоянии. Но двигаясь на страхе, двигаясь вот на этом кортизоле, потому что при тревоге что? Идет избыточный выброс надпочечником кортизола. То есть мы живем на таком как бы на повышенных таких, на повышенном эмоциональном таком состоянии, и за счет вот этого страха, тревоги, кортизола мы не замечаем, то есть, Слава, выключишь, что там включил? Я слушаю. Мы как бы, живя на этом страхе, нас гонит кортизол, и он нам не дает как бы вот опуститься до уровня вот этой депрессии. То есть страх и тревога, это самосохранение у нас присутствует на первом месте. И поэтому, тревога, то есть депрессия, она как бы прячется вот за тревогу, за страх. Вот она находится как бы на втором плане, и она скрыта. Вот у тебя как бы ходит за твоей спиной, но из-за повышенного эмоционального вот этого фона тревоги, страха, ты ее не видишь. Но как только у человека начинаешь понижать уровень страха, вот уровень тревоги, все, начинает как бы из-за спины вот выходить вот эта депрессия. То есть вот мы понижаем страх, тревогу, и сзади выходит депрессия. То есть абсолютно в большинстве количества случаев мы, опуская страх и тревогу, мы непременно попадаем в депрессию. Депрессия – это низкий уровень серотонина, вырабатываемый нашим мозгом. Поэтому вот у нас в депрессии начинают негативные мысли идти, подавленность мы испытываем. Это все делает серотонин, нехватка вот этого химического вещества. И нужно его назад возвращать. Снова заставить мозг, как бы, чтобы он снова вернул нам тот уровень серотонина, который будет приемлемый для нас, для нормальной жизни, чтобы мы не испытывали вот этой подавленности. Вот поэтому прописывают антидепрессанты. Антидепрессанты – это их функция, их свойства. Вот когда мозг выбрасывает химический состав у нас в мозгу, вот этот серотонинчик, раз, он имеет способность раствориться, там, тюк, и он исчез. Во-первых, его уже нас маловато, и вот то, что мозг еще нам выдает, он как бы расщепляется, исчезает. А антидепрессанты, они предназначены какое-то время вот удержать этот серотонин, как бы еще называют обратный захват серотонина, то есть не давание ему быстро расщепиться в нашем мозгу. Вот предназначение антидепрессантов. Но я свой серотонин, я его восстанавливал без антидепрессантов, то есть я его подымал, сам понимая, как ты устроен и как это работает, через эмоции. То есть эмоции радости, эмоции смеха, через воспоминания хороших ситуаций. Вот таким образом я начинал восстанавливать свой серотонин. Это нелегкий такой процесс, потому что, я сколько помню, ты вот в этом состоянии одновременно и с мыслями работаешь, и одновременно работаешь с эмоциями. И вот ты чуть-чуть вот его там, ты сначала его пробуешь активировать, чтобы его больше было, но его все равно той нормы не хватает. Потом уже постепенно он там начинает восстанавливаться, удерживаться, как бы ты специально эмоциями провоцируешь мозг, чтобы он его выбрасывал. Потом уже постепенно где-то ты чуть-чуть так раз в норму придешь, потом тебя снова осаживают, ты снова его поднимаешь. И вот так я возвращал вот эту способность мозга, чтобы
он выработку нужной нормы серотонина вернул на прежний уровень, на тот уровень, который у меня был до того, как я попал в тревожно-депрессивное расстройство. Вот в это. Сначала оно было тревожное, а потом оно переходит в тревожно-депрессивное расстройство. Вот, и поэтому у меня есть ролики, я снимал, как работать с депрессией. Один из основных там факторов это будут мысли, с которыми нужно работать. И одновременно понимая, как активировать выработку серотонина, нужно учиться поднимать самому себе серотонин. Возвращать его обратно. То есть вернуть ту норму, чтобы мозг устойчиво вырабатывал ту норму серотонина, которая тебе нужна для нормального такого твердого состояния, чтобы ты не уходил в депрессивное вот это ощущение, в депрессивное состояние, не проваливался туда. То есть я постоянно себя вытягивал. Вот с этой подавленности как бы постоянно себя вытягивал с этого состояния. Вот. Что еще? Да, по депрессии интересный такой момент у меня был. У тебя нету завтрашнего дня. Вот это я четко помню. В депрессии у меня не было завтрашнего дня. Он как бы в моем мозгу отсутствовал. Были негативные мысли, и сегодняшний вот этот мучительный день, каждый день оно происходит, вот этой подавленности, тебе так плохо, тебе как будто вот взяли ногой, стали вовнутрь и давят тебя, вот тебя как будто придавливают, такое состояние. Вот, конечно, тяжело описать, но кто испытывал настоящую депрессию, тот будет понимать, о чем я говорю. И вот это четко, что у меня отпечаталось в мозгу, это нету завтрашнего дня. Он в мозгу отсутствует. Если при нормальном состоянии, даже при тревожном расстройстве, у тебя есть вчерашний день, есть сегодняшний день и есть завтрашний день, то в депрессии вот завтрашнего дня нету. У меня его не было. В депрессии завтрашнего дня нету, потому что депрессия, кто сейчас растревожится, испугается, закройте уши. Уши закрыли, все, остальные слушают. Это процесс самоликвидации. Депрессия – это процесс самоликвидации. В мозгу заложена программа, что мир опасен, как бы все опасно, все кругом опасно, а значит, как бы здесь делать нечего. Значит, он начинает, организм, наш мозг, он начинает сам себя ликвидировать. А как он ликвидирует? То есть он приводит человека к суициду, то есть к уходу с этого мира. А приводит он к этому именно через мысли. Сначала будут негативные мысли, они будут умножаться, их будет становиться больше, потом уже будут появляться суицидные. Ты их пугаешься, как бы, этих суицидных мыслей. Вот я до этой фазы дошел, но там есть еще дальше идут фазы, когда человек начинает уже обдумывать, как он будет уходить с этого мира в мир иной. То есть самое страшное, это когда человек уже начинает эти мысли обдумывать. Значит что? Значит, он уже начинает с этим смиряться, и он перестает бороться, и он начинает уже обдумывать, он не может уже выдерживать эти мучения, их тяжело описать, эти мучения, это действительно такой ад. Человек не может этого уже выдерживать, и он начинает уже обдумывать, выстраивать себе программу, каким образом он будет это делать. Вот это самое уже страшное, где необходимо за человеком смотреть. То есть человека нужно либо отвезти, поместить в психиатрическую лечебницу,
потому что, чтобы ему там помогали препараты и специалисты, потому что с этого состояния самому без помощи препаратов и специалистов очень, я думаю, шансов выбраться самому нету. Ну вот я знаю про крайние стадии, как мне рассказывал мой специалист, с которым я работал, по-моему, она рассказывала, либо я читал. Последняя стадия — это когда человек ложится, то есть диван, либо это кровать, отворачивается к стенке, завешивает там шторы, у него там темнота, и он уже не встает. Он уже не встает. По каким признакам можно определить, что человек находится в депрессии? Что человек находится в депрессии, он как бы безэмоциональный, ты будешь безэмоциональный, ты ни на что не будешь реагировать. Потом человек прекращает за собой следить, он перестает, ну, гигиенические вот эти все процедуры делать, там, умывание, чистку зубов, там, девушки и женщины, там, перестают краситься, там, волосы свои в порядок приводить, одеваться, то есть человек это становится безразличным уже, он этого уже не делает, то есть это уже говорит о том, что человек в депрессии. Плюс, конечно, это еще один момент, это будет пищевое как бы поведение, то есть человек полностью теряет аппетит, он практически ничего не ест, хотя на тревоге вот оно происходит примерно то же самое, но все равно ты как бы кушаешь, но уже у тебя такого аппетита нету. В депрессии, по-моему, там вообще у человека нету аппетита. Поэтому депрессия, ребята, депрессия очень нехорошая штука, но с ней можно справиться. Нелегко справиться, но с ней можно справиться даже без препаратов. Но это я не как бы не пропагандирую, что не пейте препараты. Препараты применяйте, как бы пейте, потому что они являются как помощниками, то есть, как говорится, костылями, они нас поддерживают немного, снимают там тревогу, там вот это то, что я говорю про антидепрессанты, обратный захват серотонина в нашем мозгу. Но дело в том, что препараты очень тяжело подобрать, и на препараты вы надейтесь, но сами не плашайте, как есть такая поговорка, и будьте готовы к сложной и кропотливой работе, потому что с этого состояния либо тревожного Вот, Ярослав, вот это, я думаю, у вас то, о чем я рассказываю. Вот это проявление, вот это плохо, то, что вы, в принципе, не можете описать. Есть вот это, что вы пишете, конечно, у меня было, идет такая внутренняя подавленность у тебя. Вот как описать, я где-то в каких-то эфирах описывал, насколько я это мог описать, как я видел, что такое депрессия, как она вот именно ощущается, вот это, какие ощущения при депрессии. У меня вот при депрессии у меня такое было состояние, вот как будто тебя внутри вот стали сапогом, и вот тебя к земле вот давят, оно тебе настолько плохо, у тебя как бы то ли такая тоска вот невыносимая, у тебя внутренняя такая подавленность, оно не скажешь, что тебе больно, а тебе вот именно это самое подходящее слово, тебе просто плохо. Тебе плохо. И почему люди, вот находящиеся в депрессии,
невозможно объяснить, вот как тебе плохо, потому что тот, кто этого не понимает, вот твои там сожители, там жена, либо муж, дети, там мама, папа, у тебя, как правило, спрашивают, а что у тебя болит? А что у тебя болит? Но у тебя по факту ничего не болит. Тебе плохо. Тебе вот просто плохо, невыносимо плохо. Вот, вот как это видел я, как это чувствовал. У тебя вот тебя дает, оно как-то волнами тебя дает, вот тебе так, вот тебе так плохо, тебе как будто внутри одновременно и придавливает, одновременно что-то выворачивает. Вот оно как микс такой какой-то получается, но это не боль. Это не боль, это не некое болевое ощущение. То, например, это не то ощущение, когда ты находишься, например, там, в неврозе, в этой тревоге, вот эти психосоматические боли. Там болевые ощущения. А здесь оно не болевое. Депрессия – это не болевое ощущение. А тебе плохо, и плохо как-то с подавленностью связано. С подавленностью плохо. Есть еще такой момент в выходе из тревожного состояния, когда ты проходишь там панические атаки, потом попадаешь в этап, когда твой мозг на маломальскую стрессовую ситуацию реагирует, и у тебя вот сердечко как тряпочка, и у тебя опустошение приходит, у тебя как будто ты ватный становишься. Вот здесь оно тоже плохо, но это не то плохо. Депрессивное плохо, оно не такое, как вот это плохо, когда тебя вот опустошает, у тебя там сердечко тряпочка, и ты просто вот, у тебя как будто нету сил, и все там у тебя как будто это вот трясется и так подколбашивается. Это другое. Это вот мне человек задавал вопрос, я говорю, мне предметно нужно понимать, чтобы понять, человек в депрессии, либо у человека идет реакция мозга на стрессовую ситуацию, и у него происходит такой момент опустошения мгновенный, у тебя вот просто как бы сил нету, как будто тебя силы покидают, вот у тебя все трясется, ты даже ватным становишься, ты еле можешь вот передвигаться, но это не депрессия. Это не депрессия. Депрессия, она другая. Это именно подавленность, внутренняя подавленность. Скажи насчет вопросов. Кто хочет быстрый ответ? Так, да. Кто зашел впервые на канал, подписывайтесь и проверяйте подписку, если вам интересно, потому что выйдя, ее можете потерять. Если кто-то хочет задать вопрос, чтобы в этом эфире мы, да, чтобы мы смогли ответить, потому что всем мы не ответим, то есть такой донатин туда. Или Сберкарта. Или, да, Сберкарта. И тогда на этот вопрос я отвечаю как бы вне очереди, человек как бы... Ну, прорабатываешь да, до конца этот вопрос. Кому-то просто необходимо получить вопросы, поэтому вот такая система как бы мы сделали. Да и поддерживайте канал, потому что все делаем на своих собственных финансах и на своей вот этой идее. Так. Вам плохо. Ну вот, Ярослав, я думаю, вот ваше плохо. Вот я рассказал, как отличить плохо от тревоги, когда тревога по тебе работает, и депрессивный момент, когда у тебя внутри просаживает, Оно сказать похоже, что-то есть такое, но не совсем похоже, потому что в депрессии там вообще очень у меня было печально, у тебя такое тоска, что вот тебе вот реально как бы жить не хочется в депрессии. Это депрессивный момент будет. А еще у меня вот были плохо, это ломка. У меня была ломка, мое тело постоянно ломало, такое ощущение, что тебе вот косточки там выворачивают, вот все берут и скручивают, и тебе тоже плохо. Тебе реально вот ты уже тоже, у тебя настолько, ты там и к этой боли привыкаешь, оно там у тебя все смешано, что ты просто как комок боли какой-то, вот. Поэтому здесь нужно понимать, но при депрессии будут мысли, будут негативные мысли,
мысли. И я думаю, это ощущение депрессии. Вот интересно, как человек сам узнает, что у него депрессия. Ты вот как-то чувствуешь, ты не можешь ее спутать, ты понимаешь, что это у тебя депрессия. Вот у меня как-то так это было, я понимал, что у меня депрессия. То есть это не тревога, это не еще что-то. Это видно из-за того, что у тебя происходит, ты же это все понимаешь, ты это все фиксируешь, и потом ты умеешь сам из себя определять, что у тебя. Вот. Сколько времени вам потребовалось выйти из депрессии? Так, выйти из депрессии. Вот этот интересный момент, мне почему-то мой мозг выдает все время такой ответ, как бы расправиться с большей, как-то вот сформулировать. То есть с постоянной депрессией я где-то расправился то ли 2, то ли 3 недели, но ты потом в фазу качелей выходишь. Потом выходишь в фазу качелей таких, ты вот как на качелях получается, тебя то просадит, ты сам себя как бы раз достаешь, то есть эмоциями я сам себя выравнивал, тебя снова оно просадит, ты снова выравниваешь. Но это тяжкий труд, я работал с мыслями одновременно с эмоциями, чтобы мне вернуть вот ту выработку серотонина. Я могу ошибаться, но почему-то мой мозг мне выдает, что 2 недели, что я за 2 недели вот расправился с такой уже довольно тяжелой, ну, относительно тяжелой формой депрессии. Но дело в том, что я не был долго в депрессии, когда я туда стал проваливаться, я попал к Анне, которая меня выводила с этого состояния, и она мне объяснила, как и что, как с ней работать, и поэтому я не находился там в ней месяцами, там, либо годами. Я вот когда попал, какое время там, ну, недолго я в ней присутствовал, и вот она мне стала объяснять, как и что делать, и я стал с ней работать, с этой депрессией, и примерно вот на моей памяти почему-то вот мой инсайт выдает мой мозг, что я за 2 недели расправился с общей фазой депрессии, а там уже я попал на качели, уже дожимал эту депрессию на качелях, дорабатывал там еще какое-то небольшое время, и я как бы с депрессии вынырнул, я с нее вылез, с этой депрессии. Владели техниками разделения с мыслями. Конечно, конечно. Если бы я не владел, сейчас подождите, я сейчас вспомню. На тот момент я начинал, да. У меня было, наверное, пару занятий, потом я как-то обрадовался, бросил, потом меня как-то резко начало вот сшибать, прибивать. Я стал вкручиваться. Скажем так, вот это все расстройство, про которое я вам рассказываю, я сегодня как бы, ну, перед эфиром, ну, я регулярно пробую настроиться на это, поэтому что-то где-то смотрю, воспоминания свои, чтобы у меня мозг на эту тему перешел. В этом расстройстве, вот, и вот я вспоминал какие-то ролики, еще мне YouTube мой ролик подкинул, да, я вот был в YouTube, там смотрел другое что-то, он мне мой ролик подкинул, потом начал психологов выкидывать, вот там выкинул Павла Федоренко, по-моему, там еще кого-то, Игорь как-то там, не помню, вот он выбросил, и вот кто-то, по-моему, Павел там рассказывал про схему вот вашу эту знаменитую, в России она СМЭР называется, схема вот эта ситуация, там, и он все вот рассказывал, как быстро там паническую атаку убрать, там, тревогу. Так я вам скажу одну вещь, что никакой СМЭР, ребята, здесь работать не будет, если вы плотненько сидите. Это еще вас больше будут запутывать, все это ерунда. СМЭР этот, он применяется, если там у вас легкая ситуация, вы там переживаете за работу, там еще чего-то. Это уже вы многие поняли этот момент.
что ничего там невозможно разобрать, когда ты полностью закручен, у тебя все шаблоны эти поломаны, ну, в смысле, не то, что там что-то в голове поломалось, а именно все твои убеждения, они там перехлестываются, там, ты их наделал неправильных, ты делаешь неправильные выводы, и ты постоянно вот в таком находишься, то там ничего невозможно разобрать, ничего невозможно понять. И поэтому у меня проходила вся моя наука, как говорится, в боевой обстановке. То есть я учился в своем вот в этом состоянии. И состояние было очень сложное, потому что на сильной тревоге ты не можешь сосредоточиться, там, и там с тобой черти знает, что происходит, и тебе нужно еще как-то пробовать услышать человека, который тебе там что-то объясняет. Вот как-то где-то что-то уловить, и ты вот по этим крохам ловишь, по чуть-чуть ловишь, вот ловишь, понимаете, вот ты занятия проводишь, а тебе всего как бы ты сидишь вот был на этой тревоге, там на страхе, ты в своей голове, ты вот не можешь, потому что человек на тревоге, он не может сосредоточиться, это практически невозможно. И ты вот сидишь, тебе там что-то объясняют, рассказывают, там схемы какие-то, раз, и тебе только крупинка какая-то в голову, тебе раз что-то там в голову, крупинка упала, и вот так ты, каждое занятие тебе там по чуть-чуть, ну, начинает туда залетать. То есть, в принципе, выход с этого состояния, это работа именно по ситуации, именно вот в таких, как я говорю, боевых условиях. То есть, тебе нет другого варианта. Тебе нужно учиться, потому что расстройство, оно у тебя уже есть. Все, вот оно с тобой. Ты его не можешь куда-то отложить, чтобы сесть там подумать или еще чего. Все. Вот это все, что с тобой происходит, все. Готовься к тому, что ты в этом состоянии будешь работать. Потому что иного пути нету. А оно, да, там по чуть-чуть кое-как вот будет вот так залетать, вот что-то попадать, вот что-то какая-то информация, там чуть-чуть осознание. И вот оно так будет работать. Оно так будет работать. Ты там не сядешь, не разберешь никакой СМР, потому что у тебя спутанное мышление, зачастую ты даже сосредоточиться не можешь. Ты сидишь вот на страхе, на тревоге, у тебя если префронтальная кора головного мозга отключается, ты на рефлексах этих сидишь, ты вот такой, ты не можешь собраться мозгами там, понимаете? Поэтому все вот эти, что рассказывают, мне так вот интересно, немножко смешно, вот потом ролики, как справиться с панической атакой за 5 минут, начинают там рассказывать, вы подышите там, понимаете? Вот когда через это все проходишь, то ты понимаешь, как это все устроено, как это все работает, и что это такое, ты знаешь. И когда вот там, и даже специалисты рассказывают, там у них подписчиков по 150 тысяч, там некий доктор там каких-то там, и он вот рассказывает такой, как вот паническую там атаку убрать за 5 минут. Это люди вот рассказывают, которые не понимают, что это такое, которые не испытывали что-то такое. Если тебя гонит страх, и ты не можешь, все, у тебя отключается мышление от слова совсем, и ты не можешь ничего соображать, какое там ты дыхание начнешь делать, там, у тебя вот трясет, либо у тебя вот ты сжатый, и тебя просто страх гонит, панический страх, и все. Вот. Поэтому как-то так. Про вопрос еще раз людям задавай. Если хотите вопросы, выставить ответ. Через Донатион заходите, вот. Или же через карту Сбербанка. Вот смотрите. Задавайте вопрос, проплачивайте. И Жанна, вы задаете вопрос. И вы на тот момент владели техниками разделения с мыслями и как они вам помогали. Чтобы вам понимать, как они мне помогали, вам нужно научиться это сделать, чтобы вы осознали, увидели, как это помогает. На нас влияют мысли. От мыслей возникают чувства. От мыслей возникают эмоции, понимаете? Вот эта подавленность, вот эти болевые ощущения, там, тревога усиливается. Это все делают мысли. И когда ты работаешь с мыслями, отделяешься от этих мыслей,
то мысли, они не работают тогда по тебе, они не запускают вот это всего, нету реакции, тогда телесной вот этого ощущения, телесной этой реакции. Либо она минимизируется, уменьшается, либо она потом, все, ты убираешь, и по тебе эта мысль не срабатывает. Понимаете, как оно работает? Но это нужно увидеть, это увидит каждый сам, когда он будет это делать, как оно происходит. Вот это то, что и называется осознание, осознанность, понимание, один из моментов вот осознанности, понимаете? Как вот это, как оно работает по тебе, как вот это оно ментально, внутренне вот это происходит, вот как оно работает. Вот это все через анализ ты видишь, когда начинаешь вот это все делать. Так, расстался с девушкой 8 лет, жили вместе, депрессия, что делать, мне 40 лет, мне 40 лет. Смотрите, сейчас объясню. Попадаем мы в ситуации вот в такие, вы переживаете, Николай, вы переживаете за эту, вот за эту ситуацию, потому что в наших убеждениях оно как-то должно было быть по-другому, верно? Оно должно было, вот мы счастливо живем, там друг друга любим, у нас там финансовое благополучие, там детишки у нас, вот, ну, условно, вот человек создает себе некий образ жизни виртуальный, вот некий образ. Плюс, если вы к этому всему прикрепляете должествование, то в вашем мозгу фиксируется только так и никак по-другому. Вот. А если ситуация все произошла не так, как мы хотим, то тут же у нас будут возникать чувства. В основном они 3 чувства. Это может быть чувство обиды, печали. И третий момент может быть агрессия. Агрессия, если что-то произошло не в соответствии с твоим убеждением. Вот эти 3 чувства будут возникать. Плюс, вот я думаю, у вас что-то будет оттуда. Вот, Николай, ответьте мне на один вопрос. Если у вас, применяете ли вы такое слово «должно быть»? Вот ответьте мне этот вопрос, и я тогда пойму, верно мы... Этого не должно было быть. Ну, да, не должно, вот это, должно, вот это, должествование. И тогда я буду понимать, эта схема мышления на вас сработала. Там же могут, понимаете, переплетаться ошибки в мышлении, они вот переплетаются как сеть. И вот эта сеть, она сформированная, неправильная, вот это то, что называют как бы когнитивные искажения в нашем мышлении, неправильные убеждения и вот эти загоны в эти ловушки, когда мозг не видит другого варианта событий, потому что в мозгу при неправильных шаблонах мышления, неправильных убеждениях формируется определенное видение ситуации, при этом игнорируя другие варианты. Человек не видит других вариантов, но это делает ему мозг. Поэтому, Николай, вот я вам задал вопрос, и ответьте мне, воспринимаете ли, то есть используете ли вы это слово «должно быть»? Должно. Вот. И потом я попробую вам сказать, что делать в этой ситуации. Эту ситуацию нужно обесценить. Вот. Ну, там целая у вас, если вы в депрессии, там целая схема работы от того момента, что у вас происходит на данный момент. Понимаете, зачастую, если ты уже там вкрутился в ситуацию, то у тебя там уже захлестывают негативные мысли, и
смысла разбирать причину, то есть менять, указывать на вашу ошибку мышления, ее пока нету, потому что у вас более есть проблематичная и более важная сейчас ситуация, это отработать негативные мысли, убрать их. Убрать, потом уже менять нужно убеждение, которое привело вас к этому депрессивному состоянию. То есть это эти моменты, почему я говорю, что вот переписка, она не дает полной картины мне и не дает полного понимания вам, потому что в переписке тяжело понять, и переписка не отражает, она нету полной видишь, всей обесценить. картины. Мне тяжело на душе, слезы идут, обида, разочарование. Это Николай тебе написал. Внизу. Смотрите, вы переживаете, у вас еще будет такой момент, на эмоциональном напряжении ты попадаешь в жвачку, ты все время думаешь вот про эту ситуацию, ты все время жуешь, а почему оно так, я же такой вот, а почему она со мной так поступила, то есть вы ведете постоянный мыслительный процесс, то есть жевание вот этой ситуации. Но поймите одно, что жизнь такая штука, она очень интересная и она очень разнообразная. Девушка может уйти, может не уйти, с женой может развестись, может не развестись, понимаете? Может быть и так, но в вашем понимании должно было быть только так и никак иначе. Плюс там могут быть такие моменты, что вы себя винить начинаете, на себя вешать ярлыки. Наверное, я там был груб с ней, наверное, я там вот такой нехороший человек, я там еще чего-то не сделал там. И вот и ты так закручиваешься, вешая на себя ярлыки, человек тоже начинает себя подавлять эмоционально. Понимаете, вешая на себя плохие слова, говоря про себя, то есть это называется ярлыки. Когда мы на себя вешаем негативные ярлыки, мы испытываем некое чувство. Вот некое негативное чувство, это, например, подавленность будет. Я плохой, я корявый, я нееглый, я какой-то такой. А второе, то, что мы себе говорим, мы в это верить начинаем. А, конечно же, мы же не хотим быть, например, там какими-то нееглыми. Правильно? И когда ты так думаешь про себя, ой, я какой-то нееглый, тут же ты испытываешь чувство вот такой вины за себя, понимаете? То есть это и есть такая подавленность себя. Вот. И вот нужно как отпустить человека. Смотрите, сколько в мире женщин, Николай? Вот я вам задаю вопрос, сколько в мире женщин? Миллиарды. Правильно? Миллиарды женщин. Как в песне поется, и одна твоя, да? В мире много хороших идей, и одна твоя. Поймите одну вещь, что в жизни бывает разное. В жизни бывают разные. И люди выбирают, как им поступать. Понимаете? Мы можем сделать что-то, можем не сделать. Вот ваш пример. Жена может уйти или девушка может уйти, может не уйти. То есть вот два варианта событий, что может быть и так, и так. В вашем варианте вы эту ситуацию у вас в мозгу ее не было. Поэтому сейчас, когда приходят мысли по этой девушке, которые у вас вызывают вот эту подавленность, говорите себе, вот появляются мысли вот по этой ситуации. Что было, то было, что было, то прошло. Найдусь, познакомлюсь с другой девушкой, их миллионы. Вот запомните эту фразу, либо потом промотаете снова, посмотрите эту фразу себе, запишите, и вот так будете говорить, когда
будут приходить мысли по этой ситуации. Задача обесценить эту ситуацию и осознать одну вещь, что встретите другую девушку. Ничего в мире как бы в мире много всего, просто вы в вашем убеждении вы другого не видите. Вам нужно понять, вот вы говорите, я такой человек, привыкаю сильно к одному человеку. Смотрите, таких людей много, да, таких людей много, и, конечно, будет в случае, ну, вот в таких неприятных случаях любой человек будет что-то испытывать, любой человек будет испытывать некие неприятные эмоции, потому что ситуация для нас, ну, неприятная, мягко скажем. Но чтобы не страдать, нужно обесценить эту ситуацию. Потому что, понимая, что страдания только вызывают болевые ощущения. Больше они ничего хорошего не приносят. И второе, наши страдания, наши думания и жвания ситуации, они ничего у нас как бы не изменят. То, что было, ты уже, как я рассказывал, не изменишь. Только единственное, вы можете сейчас сделать правильный вывод себе. Правильный вывод сделать, вот, как говорится, что не делается, возможно, к лучшему. Вот сегодня в этом эфире вы осознаете, что в жизни не всегда бывает так, как мы хотим. А в жизни может быть так, а может быть так. И вы поменяете свой способ мышления, вы поймете, как в реальности, ну, как происходит в реальности на самом деле, а не так, как мы себя там убедили неосознанно, то есть неправильно сформировали свое видение жизни. Из-за этого страдаем. Поэтому обесцените эту ситуацию и наоборот, возможно, сделайте, посмотрите на нее с другой стороны, что эта ситуация привела вас вот на этот канал и дало вам понимание, что такое мозг, что такое шаблоны мышления, что такое убеждения, что их можно поменять. И как бы возможно, даже, может, это для вас будет сказано немного, ну, я как бы обижен, но я никого не хочу обижать, что посмотрите на эту ситуацию с другой стороны, вот с положительной стороны, что эта ситуация меняет вашу жизнь как бы в лучшую сторону, понимаете? А девушку там, я думаю, если человек хороший, нормальный, там, не аморальный и так далее, то, думаю, встретите как бы девушку, познакомитесь, и все будет нормально. В интернете можно найти быстро все. Слава, он подсказывает. В интернете можно быстро все найти. Ну, это мы, конечно, так вот, ну, смеемся, но я вас понимаю, что ситуация, конечно, у вас неприятная, и нужно выкарабкиваться, нужно выкарабкиваться, выходить с этого состояния. Да, было такое. Да, оно как волной, так раз, Ярослав, так раз, и у тебя сразу раз, а потом тебя назад, бах, и скидывает. Вот это и есть качели, ты как будто как на качелях таких, щух-щух, то у тебя поднимается, я сам поднимал, и было такое, что оно само как бы поднимается, да раз, ты такой на эмоциональной эйфории, а потом резко ты обратно, вот у тебя как биполярка получается, вот как биполярное расстройство, только в биполярке человек, у него там продолжительное время депрессии, продолжительное время эйфория, понимаете, вот депрессия там меняется на эйфорию, эйфория на депрессию, ну там продолжительное время, там месяцами человек может в эйфории быть, потом месяца падает в депрессию, то есть, ну а здесь что-то похоже на биполярку, только здесь это мгновенно происходит, вот тебе раз, как бы раз тебе лучше, а потом щуп, как бы тебе тут же через какое-то непродолжительное время назад, вот как будто бах тебя отбрасывают, тут как будто качели такие, понимаете? Да, конечно, было.
Елена, как можно снять сильное напряжение после трудового дня? Сильное напряжение после трудового дня. Сильное напряжение после трудового дня – это погрузиться в воспоминания. Для мозга наши воспоминания – это тоже реальность. Если вы сможете через воспоминания погрузиться и снять напряжение, если у вас уже напряжение, возможно, будет хроническим, то у меня есть упражнение на расслабление. Там есть с ногами как бы такое упражнение, когда тебя расслабляет. Поэтому я же не знаю, у вас это хроническое напряжение, либо вот чисто вы попадаете где-то после рабочего дня. После трудного дня, да. Да, стрессовые ситуации. Хорошо работает погрузиться, музыка, воспоминания, где воспоминания будут идти, понимаете? Музыка связана, например, с вашей молодостью, когда вы на дискотеках, с приятными моментами. Мозг тут же сразу пойдут воспоминания. Включили воспоминания, раз они. Либо через визуализацию уходишь в воспоминания, погружаешься, у тебя все начинает радость приносить, и уходит вот это напряжение, то есть все, мозг начинает серотонинчик идти, значит, все, не опасно, классно, хорошо. Но многие снимают алкоголем, люди находят выход в алкоголе, потому что при употреблении Слава, не перебивай. При употреблении спиртных напитков идет резкий выброс серотонина, то есть усиливается. Но это не только относится к алкоголю, это относится ко всем наркотическим веществам. Они делают быстрое и резкий, усиливают выброс вот этого серотонина, и поэтому человек, он когда выпьет, еще затормаживаются наши нейромедиаторы, вот эти мышления наши, ты начинаешь пребывать, все к тебе спокойствие приходит, такое даже люди как бы эмоциональный такой подъемчик начинается. То есть большинство людей, они вот этот стресс, вот это напряжение снимают, как правило, алкоголем. Есть даже такой момент, называется синдром пятницы. Все целую неделю ждут пятницу, даже песня есть, кто-то поет. В пятницу мы в говно, там что-то, такая вот песня. Пятница, суббота, там воскресенье, человек все, он употребляет водочку, там пиво, еще чего-то, и все, вот это у него такой отдых, находиться вот в этом куматозе регулярно. Да, конечно, он отдыхает от этого, но дело в том, что это не выход, потому что ты потом попадаешь в алкозависимость потом, а с ней тоже нелегко справиться, с этой зависимостью. Поэтому лучше, да, применять, погружаться в эту визуализацию. Научиться управлять мозгом, в принципе, и все, ты можешь отдыхать без всяких, скажем так, потусторонних вспомогательных неких предметов, напитков, там еще чего-то. Чисто уходишь в воспоминания, либо музыку включаешь, глаза закрываешь, воспоминания, и все, и ты погружаешься, пошел серотонинчик, и все, ты расслабляешься. Вот как это работает. Как можно так? Что было, то было. Девушек много, говорит. Да, что было, то было, что было, то прошло. Девушек много, познакомлюсь еще. И вот так постоянно говорится, как бы одновременно вы обесцениваете ситуацию, и второй момент, вы учитесь видеть уже ситуацию более шире, что вы ее принимаете, что может быть и так, что мы можем жить, а может быть и такое, что мы разойдемся, и это нормально. Вот таким методом и работаете. И все, мысли появились, проговорили, отвлеклись. Снова появились, проговорили, отвлеклись. Снова и снова. И вот так постоянно работаешь, пока не обесценишь эту ситуацию.
пока не обесценишь эту ситуацию, чтобы мозг перестал про нее думать. Да, именно так. Так, Ярослав, а что, да, именно так? А, вдохновение у вас сразу облегчение. Наверное, надо подождать, не сразу же искать. Вы сначала выйдете, Николай, с этого состояния, хотя, может быть, здесь сработать как и момент переключения. Вы начнете сразу искать себе новую пассию, и вы туда все увлечетесь, там с кем-то у вас завяжется переписка, либо разговор. И все, и вот так вы тоже, это как один из моментов выхода из депрессии. Все, человек переключается, он перестает жевать ту ситуацию. А он идет дальше. Мы можем изменить только будущее, но мы не можем изменить прошлого. Понимаете? И поэтому смысла думать про прошлое, он отсутствует, потому что мы его не можем изменить. Машины времени нету. Это только в фильмах там Ван Дам улетал там в прошлое, там что-то спасали, и не только Ван Дам, понимаете? Но пока машины времени нету. А значит, про это думать нам и не стоит, потому что это бессмысленно, а мы только испытываем вот это напряжение, вот эти переживания и так далее. И обесценить ситуацию, обесценить. Как только ты обесцениваешь, все, тебя отпускает, мозг перестает про это думать. Так, как выдерживать сильную тревогу? Просто скаля зубы, терпеть или пробовать расслабиться? Интересно. Но смотрите, Ярослав, главное, что я скажу в тревоге, это не бороться. Не бороться с ней. Вы ее не победите. Ой, сколько я с ней боролся, пытался ее там. Чем больше я боролся, тем больше выматывался. А наоборот, вот да, когда тебя, ну вот меня когда трясло, то ты ничего не можешь сделать, вот ты просто можешь ей только отдаться, все, ты не можешь попробовать там расслабиться, ну вообще нужно как бы, если можете учиться в этот момент, да, расслабиться, вот и отдаться. Потом, когда она уже у меня стала не очень такого сильного, то есть вот после этого колотуна, трясучки такой, ты с панических атак переходишь в фазу такую, у тебя когда включается тревога, тебя вот трясет, просто трясти может там, меня около часа трясло, вот тебя как, ты сидишь и тебя трясет, колотит, и ты вот ее перетерпливаешь, ты ждешь, пока тебя не отпустит, пока не сработает, по-моему, вегетативная нервная система, и все, и тебя не отпустит это вот колотун, это тревожность. Потом, когда я эту фазу прошел, я как-то учился, вот она раз, у тебя напряжение включается, а я как бы расслабляюсь, я скидываю, то есть ее как бы раз через расслабление сбрасывал. Поэтому можете практиковать в процессе на расслабление идти. Не идти на борьбу с тревогой, а наоборот как бы отдаться ей, идти на расслабление, наоборот. Бери меня, я вся твоя. Вот с этой позиции идти, не сопротивляться, поверьте, чем больше вы будете с ней бороться, тем больше вы будете выматываться, потому что тревога это и есть вы будете сами с собой бороться. А когда ты не борешься, то ты сохраняешь некие силы. А когда ты вступаешь с ней в борьбу, начинаешь с этой тревогой бороться, то ты еще больше энергии тратишь, ты больше тратишь своей силы в борьбе с ней. Но тебе ее никогда не победить, если ты будешь с ней бороться. Сначала принимаешь, а потом ее можно просто ей манипулировать. Вот как в шахматы обыгрывать ее. Вот у меня есть там, я рассказываю, как я потом с ней работал, когда была уже тревога от тревоги. Как я дистанцировался от нее, как я в себе рассеивал ее. То есть ее только можно обесценить, ее только можно через через все то, что я рассказываю, как ее обесценить. И тогда она уходит, тогда ты ее перестаешь ее бояться. Вот. Но борьба с ней бесполезна, я пробовал. Я там пробовал злиться, там так вот тело пробовал, но у меня ничего не получалось, тебя там трясет, ты не можешь, вот ты пытаешься, но вот это и есть, ты только больше выматываешься, когда с ней
с ней борешься вот с этой тревогой. Так, кто впервые зашел на канал, подписывайтесь, не забывайте перепроверять подписку, потому что может сразу не подписать YouTube. Да, не забывайте там, кому нравится, ставить вот эти пальчики, лайки. Если по возможности поддерживайте канал с финансовой стороны, там пачку мороженого, там 2 пачки мороженого. Вот. Я думаю, это немного. Да. Как отказаться от феназепама? Спасибо большое. Так, это Николай. Смотрите, как отказаться от феназепама. Вы попадете в такую ситуацию, когда вы пьете препараты, то у вас будет формироваться зависимость. Что такое зависимость? Зависимость это не от препарата, это не препарат вас там ставит в некую зависимость, а это получается психологическая зависимость. Почему? Сейчас объясню. Потому что всякого рода вот эти транквилизаторы, нейролептики, там, они вам дают как бы облегчение вашего состояния. Они дают облегчение вашего состояния, и вы не хотите того состояния, которое у вас было до принятия вот этих препаратов. И поэтому вы боитесь их бросить пить, вот эти препараты. Чтобы уйти от этих препаратов, это некий временной процесс работы с собой, чтобы уйти от этих препаратов. Когда у тебя будет формироваться вера того, что ты справишься без них, то ты уходишь от этих препаратов. Но она формируется разными факторами. Это тренировкой мозга, а в нее входит много что. Многое входит в это название, в этот смысл, в тренировку мозга. И когда ты формируешь за счет тренировки и того всего, что я рассказываю, формируешь в себе, и ты видишь, что ты уже начинаешь управлять этим всем, а не управляют этим всем таблетки, вот эти препараты. Ты к этому приходишь, начинаешь это понимать, и вот эти препараты, они начинают уходить на второе место. То есть они уже не первую скрипку играют в этом оркестре, а первую скрипку начинаешь играть ты. Через осознание, понимание, что ты вот это все учишься, и вот ты все это делаешь, и это не таблетка вот это делает, которую я туда закидываю в себя, и она там снимает с меня тревожность. Вот это постепенный процесс такой перехода с убеждения, что мне помогают таблетки, поэтому у вас страх бросить их пить, то есть отказаться от них. И когда вот этот переход начинаешь переходить, и постепенно на первое место выходит то понимание, что ты справляешься с этим состоянием, а не таблетки, по большому счету, что они вспомогательную роль там где-то на втором месте играют, вот тогда все, ты сможешь отказаться от препаратов. Во всех иных случаях, чем ближе у вас будет время отказываться от препарата, той или иного вида этих препаратов, все, что связано с тревожным расстройством. Чем ближе будет это время, тем сильнее у вас будет усиливаться страх перед тем временем, когда вам надо будет отказаться от них. Вот как это работает. И почему люди либо отказываются с них сходить вообще, пьют всю жизнь, либо через какое-то время снова возвращаются к таблеткам, к препаратам. Вот. Чтобы уйти от них вообще, то есть вообще не от препаратов, а выйти с этого состояния и больше туда не вернуться никогда. 150 видео на нашем канале.
150 видео я рассказываю, что, как делать, как с чем работать, что как устроено. То есть это обширное понимание, это обширные знания. И все это нужно изучить, все это нужно тренировать. То есть это работа над собой, кропотливая, усердная такая, постоянная работа, постоянная, без перерыва. Потому что мы в той ситуации, где перерыва нету, антракта нету, все. Ты постоянно в этом состоянии, а значит ты постоянно с ним работаешь. Поначалу круглосуточно. Я работал круглосуточно, потому что сна у меня тоже не было. У меня был страх перед сном. Все, меня крыло, ночью вырывало, я бегал по квартире, и все, у тебя сон, ты там что-то глаз прикрыл, поверхностный, у тебя там эти страхи какие-то. Ну, особо у меня страхов не было, но что-то такое чуть-чуть помню, моментами, да, помню сны потом. Вот ты раз и вырывает тебя со сна, тут же и тревога вырывает тебя со сна, у тебя страх, ты несешься в ванну, я в ванну все время себе модель избегания взял себе это, потому что все спали, я понимал, что все спят, и бежал в ванну, и там ее мыл. Когда меня чуть-чуть отпускало, возвращался, пытался снова заснуть, и это с тобой происходит круглосуточно. Вот все, что я рассказываю, ну, в прежних роликах, что там со мной было, и там черти что, и бантик сбоку, и это с тобой происходит круглосуточно. Вот, поэтому, надеюсь, VTX ответил на ваш вопрос, как уйти от препаратов. Это работа над собой, и постепенно, когда ты меняешь свои убеждения, ты уходишь от этих препаратов. Но самостоятельно это сделать тяжело. Самостоятельно, если ты плотненько сидишь, выйти с этого состояния тяжело. Там много таких вещей, которые вы не будете видеть в силу того, что у вас есть искажение в вашем мышлении. Вы просто не, ваш мозг будет игнорировать то, как оно есть, а выдавать вам будет, фокусировать вас на другое. Из-за этого вы не будете видеть второго варианта и будете, ну, возможно, топтаться на одном месте. Там много чего происходит. Много чего там происходит. Еще раз повторюсь, при условии, если вы плотненько туда сели, и то есть продолжительное время там находитесь. Вот то, что называю плотненько. Если где-то у кого-то что-то легкое, то да, там можно, в принципе, по моим роликам выйти с этого состояния как бы без обращения к специалисту. Без специалиста. Ну, скажем так, мне вот кто-то задавал вопрос, а можно ли без обращения специалиста, вот по чисто по роликам выйти с этого состояния. Скажу так, 50 на 50. 50 на 50. Когда я начал внедрять новое убеждение, это было как-то, ну, неосознанно. Я книжку читал. Ну, насколько мог я на то время читать, это было еще до того, как я начал заниматься КПТ, потому что первые 3 года я вообще не понимал, что со мной происходит от слова совсем. Тогда не было ни интернета, там у дочки стоял какие-то на старый компьютер, она в игрушки играла. Наверное, еще так большинства кнопочные телефоны были. Врачи, психологи, там, я на пару раз ходила. Это уже после 3 лет, когда я никуда не обращался, меня все больше и больше вкручивало. Потом моя жена говорит, ну она видит, что меня все больше и больше это забирает, то есть мне хуже становится, более другие там подключаются проявления. Поняли, где-то нашли, что-то спросили, что это что-то там с некой психикой или чем-то. Да ты не понимаешь, что такое психика, что такое психология. Для тебя это что-то страшное и все. Вот это образ страшного, это дурдом такой вот образ. Но тогда поняли, а вообще ты начинаешь, ты не понимаешь, вот я не понимал, что это такое.
вообще, как это определить, что у меня. Я не мог это объяснить, это первое. А второй вопрос было, кому это объяснять. Я не мог выйти на улицу и у человека спрашивать, вот у меня, что это такое, и как вот, ну, ты просто не можешь дать определение, что у тебя такое, а от этого ты вообще не понимаешь, а что это такое. И вот оно есть такой момент, мне казалось, что это только у меня, больше это ни у кого нету. Это некое у меня непонятное, даже я не называл это болезнь, а я вообще не понимал, что это. Вот это что-то непонятное только есть у меня. Вот оно у меня внутри как-то возникло, внутри меня. А что это такое, как его зовут, у меня ни малейшего представления не было. Поэтому я и не мог объяснить, а что у меня. Понимаете? И вот 3 года я как-то никуда, да и мы не понимали, куда там обращаться. А потом уже на 3-й год там уже на что-то может как-то где-то некую, конечно, ты где-то что-то все равно, может, жена там спрашивала у кого-то. И ты начинаешь потиху сам уже что-то интересоваться, где-то чуть-чуть пробовать, куда-то у кого-то спросить, а вот может такое. Моя информация за 3 или за 5, не помню, не, наверное, за 3 года, это дядя мой сказал, родной дядя, что у него что-то похожее было, вот он ехал по дороге, ему плохо становилось, вот он останавливался на машине, его отпускало, он ехал дальше. Вот это все, что он мне рассказал, ну там легкое что-то у него было, вот. А у меня уже вкручивать начало, у меня уже такие там вещи начинали происходить, что у меня это все, а тебя это все пугает, ты не понимаешь, что с тобой, а тебе все хуже, у тебя новое начинает прикрепляться, правильно, там если у тебя были одни панические атаки, не было кардионевроза, там не сжимала эта грудь, не немела рука, то потом это все начинает к тебе раз у тебя появляться, а это еще больше, потом у меня вот раскаты начали, затылкой по спине, вот как электрическим током, как шухнет так, фу. А это все больше и больше пугать начинает, ты понимаешь, что ты куда-то больше и больше вкручиваешься, а что это такое, ты не понимаешь, от этого ты не понимаешь, почему же свет, от этого ты не понимаешь, куда идти и вообще в каком этом направлении, понимаете? Ну и потом, чтобы поняли, что это что-то какая-то психология, какая-то психиатрия, какая-то, обратившись к психотерапевту, тебе ж там ничего не объясняют, тебе ж таблетки выпишут и все, иди, вот пей таблетки. И все. А человеку ответы надо. А что со мной? Что пей таблетки? Если тебя страх гонит, тебя все пугает, и ты эту таблетку стоишь, ой, пить не пить, а вот я выпью, а там, как почитаешь, так там список такой, там, про шизофрении, там и пошло, и тебя еще больше страх, я ж уже дурной, это ж от шизофрении, значит, у меня что-то за головой, ты начинаешь на тревоге сам себя запугивать, потому что от незнания своего, что с тобой происходит. Ты делаешь неправильные выводы, у тебя все больше и больше вот этого страха становится, ты все больше и больше начинаешь сам себя запугивать, неправильно трактуя то, что с тобой происходит, вот как оно происходит. И ты всашиваешься, вкручиваешься, все хлеще, жестче, и у тебя все это в разнос идет. Вот, поэтому, и вот была моя книжка Джон Кэха «Подсознание может все». Я, насколько мог вот сфокусироваться, вот ты там отрывками, вот где-то тебе чуть-чуть прояснение, ты что-то там можешь сосредоточиться, там, прочитать. И вот он говорил, что если хотите себе здоровья, говорите себе там определенную аффирмацию, фразу. Ну, Джон Кэха, человек, вроде там в книжке написано, жил там в Канаде, в лесу 3 года, изучал там человеческий мозг, как он устроен, как он работает, вот эти там и так далее. Ну, вроде человек умный, давай буду говорить. Начал себе что-то говорить. Вот говорил, а раз вот заметил, что-то да, что за такое вот мне чуть-чуть помогает. Но дело в том, что я всего лишь маленький вот кусочек вот со всей этой матрицы взял, да, вот со всей этой цепочки, одно некое звено, и то наполовинку его попробовал. А
ты говоришь о понимании, как это работает, что должно быть, как это должно происходить, и какой эффект там должен быть, ты же этого не знаешь. Вот почему многие психологи, они людям, можно сказать, не помогают, понимаете? Потому что человек приходит к психологу, а ему говорят, ну вот делай это, вот делай это. А ты сидишь, делай это, а зачем делай, для чего делай, что это, к чему это должно привести, какой результат дать. Тебе никто не объясняет, зачем это делать. Ну, причинно-следственные и потом результаты, как оно работает. Никто же не объясняет. Как правило, подавляющее большинство вот этих психологов, понимаете, они не объясняют, потому что они зачастую сами не знают, либо им лень, они вот часы свои провели, все, вот они там деньги взяли, ты пошел. Вот я приходил к психотерапевту, который таблетки выписывала мне, я как-то пил, наверное, стимулатон, я уже рассказывал, на 4-м году или там на 5-м. Я говорю, вот у меня мысли, вот что, я не могу их остановить, вот они меня потоком идут, идут, идут. Она мне говорит, так вы не думайте об этом, говорит. Я стою и думаю, блин, ну если бы я мог не думать, то я бы, наверное, к вам не пришел. Но я так про себя думаю, ё-моё. Если бы я мог вот не думать, так я бы, наверное, к вам не пришел, правильно? Вот такие вот психологи, психотерапевты, понимаете? Вот как оно зачастую в своем большинстве происходит. Потому что выпутать и вытянуть человека вот со всего этого состояния, со всего этого, с этой паутины, в которую он вкрутился, это сродни вот как «Братство кольца» смотрели, когда большой жук этого хоббита маленького, вот он его закрутил в паутину и потянул. То есть он его полностью обвил паутиной. Вот примерно человек в этом расстройстве так находится. Он закручен в своих мыслях, он закручен вот в этом всем, в том, что с ним происходит. Это вот как хаос такой, большой хаос. И его нужно потихонечку оттуда распутать, вывести оттуда. Вот вытянуть его с этого кокона, понимаете? Это нелегкое дело, это длительный процесс, и процесс зависит немало от психолога, если он заинтересован, если он настроен вывести человека, потому что там много нужно думать, чтобы мне понять человека, что он имеет в виду, обрисовывая некую ситуацию, потому что люди разные, и каждый по-своему трактует, что у него происходит. А ты вот попробуй догадайся, что он имеет в виду, понимаете? Каждый человек, он по-своему это видит и по-своему подбирает термины, терминологию, понимаете? А задача твоя понять, что он, какой смысл имеет в виду вот в этих словах, что он там подразумевает. И вот только от этого зависит успех вытянуть человека оттуда. Понимаете? Потому что зачастую все в мире ленятся. Они ничего не хотят делать, а только получать деньги. Все мы, да, вот. Чтобы меньше делать, но больше получать, понимаете? Но это так нигде не... Ну, психология это так не работает. Если психолог не заинтересован, он не горит, а мало того, он еще и не понимает в силу образования своего и неразвития, потому что психология, она все время прогрессирует, она все время развивается. Организуются встречи, форумы, психологи собираются, между собой обсуждают какие-то новинки, друг у друга учатся как бы и так далее. Но подавляющее большинство этим не занимается, потому что это же труд, это нужно трудиться.
И трудиться не то, что физически, а умственно, это тоже тяжелая работа. Это нужно постоянно думать. Вот вы с той стороны думаете, вот мы со Славой пришли, вот мы тут сели, тут нас уковыряясь, вот я там на вопрос отвечаю. Это не так работает. Мне, чтобы ответить на вопросы, мне нужно настроиться, мне нужно запустить этот процесс, мне нужно думать постоянно. Мне там нужно слаживать пазлы, ребусы, понимая, что человек имеет в виду, поставить себя на его место, представить, как это происходит, тогда ему дать ответ. То есть это тоже, это не легкий труд, вот это все делать. Понимаете? Вот что я вам рассказал, поэтому не отчаивайтесь. Поверьте, ой, на ютубе заходишь, там столько кого хочешь, и гельштальтов, и психологов, психотерапевтов, и там чего только, и шаманов, и гипнозом тебя выведут, и там за 5 минут от панической атаки тебя освободят. Вот. Ну, понимаете, там чего только нету, только толку мало, вот в чем дело. Только от этой кучи информации мало толку. Мало толку. И это я начинаю понимать от обращения людей ко мне, которые и с Москвы, вот, есть там и с других регионов, которые прошли там кучу разных специалистов и профессоров даже, не, скажем так, не мелкого уровня специалистов, и которые не помогли, вот в чем дело. А от этого я делаю вывод, что в реальности специалистов очень мало, очень мало. А вот это все сейчас оно будет разрастаться в геометрической пропорции. Оно уже пошло запускаться, оно уже растет, и это будет бич. Это будет бич в ближайшее время. Людей с устойчивой психикой будет очень мало. Будет очень мало. Подавляющее большинство людей будет иметь психические расстройства в той или иной степени. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но эта зараза поразит многих людей. Многих людей, потому что обстоятельства внешние сейчас складываются так, что очень тяжело выжить в современной реальности. Очень сейчас психологически, да, может многим и физически, то есть со стороны финансов, это вот то, что с этим связано, потому что это тоже влияет на психику, когда тебе нечем кормить детей, это я тоже понимаю. Вот. И этот будет только нарастать. И это будет нарастать в геометрической пропорции. Так что, ребята, с одной стороны, это плохо, что вы в вот это расстройство попали. Да, признаем, это плохо. Но с другой стороны, это хорошо. Скажет, вот какой-то нюсих говорит хорошо. Дело в том, что сейчас вы начинаете изучать то, что вам потом вы выйдете с этого состояния и в будущем позволит справляться с стрессами. Потому что ваши навыки, которые вы приобретете именно с нашего канала, они с вами останутся на всю жизнь. Они никуда не уйдут. То, чему учился человек, оно никуда не исчезает. Просто оно немножко притупляется, да, тонкости стираются, но по большому счету в твоей библиотеке это все остается. А эта штука, то, которая называется КПТ, настоящая когнитивно-поведенческая терапия, настоящая КПТ, еще раз подчеркиваю, не то КПТ, которые все им прикрываются и на всех углах кричат, что все специалисты знатоки КПТ. Это не то КПТ, которое они кричат, а настоящее. Это настоящее КПТ, оно в себе включает и вмещает много чего. Много чего я сейчас не буду рассказывать, потому что это обширная география всего.
многих знаний, которые ты совмещаешь внутри себя. И это тебе дает способность выживать в стрессовых ситуациях. Выживать, когда подавляющее большинство людей паникуют, ты сможешь сохранять спокойствие, а спокойствие дает рациональному мышлению. То есть именно то, что называют холодный разум, дает способность человеку думать и принимать рациональные действия, а не применять рефлексорные действия, то, что дает тревожный мозг. Действовать рефлексорно, а действие рефлексорное зачастую неправильное. Неправильное. Поэтому примите свое расстройство как некое что-то положительное и не принимайте его как плохое. А это зачастую негативный опыт приводит к положительным результатам. Понимаете? Поэтому примите, если бы вы не попали в это расстройство, вы бы никогда этим, ну, условно скажем, не интересовались и не попали на этот канал. Верно? Верно. А значит, вас все равно стрессовые ситуации в жизни они случаются и нередко. Все равно ты попадешь. Позже, раньше, но ты периодически все равно будешь в это попадать. И там ты позже в расстройство это попадешь, или тебя ударит как-то по психике, понимаете? Но сейчас вы имеете уникальную возможность освоить вот это, то, что я рассказываю, и стать стрессоустойчивым человеком. То есть подчинить себе свой разум, научиться им управлять, научиться работать своими эмоциями, научиться противостоять тому плохому, что происходит извне. Вот чему учит эта наука. Вот. Ну вот, на сегодня хватит, на сегодня, да, будем заканчивать наш эфир. Да. Если хотите, чтобы были продолжения, ребята, надо поддерживать, потому что ресурсы у нас... Слава, не перебивай. Потому что ресурсы у нас не безграничные, и все всегда имеет начало и конец. Мы как бы делали столько, сколько могли. Ну, сейчас будем, да, смотреть об обстановке, да, и так далее. Поэтому думайте. Все, спасибо за то, что присутствовали на эфире, спасибо за вопросы. Работайте, и все у вас получится. Все, на сегодня до свидания. Канал обязательно, если он вам понравился, не забываем подписываться. Все.